городе Ориуэлла мы приехали на Меркадо Медиеваль. Перед тем, как начать, важно объяснить одно. Испанское название Меркадо Медиеваль буквально означает средневековый рынок. И именно это словосочетание средневековый рынок мы будем использовать в этом видео, чтобы было удобно и понятно всем. Город Ориуэлла украшен сегодня флагами и тканями. На улицах звучит музыка, люди гуляют между прилавками. Здесь продают сыры, хамон, колбасы, мясо на огне, изделия ручной работы. Везде пахнет дымом, специями и жареным мясом. Это средневековый рынок. Он начинается прямо здесь, на рыночной площади, где веками собирались жители города Ориуэлла. Эти рынки в Испании не только праздник для туристов, они отражают реальную историю городов. В средние века рынок был центром жизни. Здесь торговали, обсуждали новости, заключали сделки и решали повседневные вопросы. Ориуэлла всегда была важным торговым пунктом, поэтому ярмарки здесь проходили регулярно. До 13 века эти земли входили в состав Аль-Андалуса. Город находился под мусульманским управлением, и арабское наследие до сих пор читается в планировке улиц, узких улочках, внутренних двориках и ориентации домов к прохладе. Все это пришло из арабского градостроительства и сохранилось после реконкисты. После 13 века город Ориуэлла перешел под христианскую власть и стал частью королевства Валенсия. Город не перестраивали полностью, а новая власть накладывалась на уже существующую структуру. Поэтому здесь соседствует арабское прошлое и средневековая христианская архитектура. Средневековый рынок отсылает к этому периоду. Торговля была основой экономики, а такие ярмарки собирали жителей со всего округа. Здесь торговали ремесленными изделиями, специями, продуктами, мясом и хлебом. Еда на рынке тоже связана с историей. Мясо, ребра, колбасы жарят на открытом огне. Так готовили в средние века. Это был самый простой способ накормить большое количество людей. Огонь, соль, специи, минимум обработки. Такая кухня была повседневной и максимально практичной. Прогуливаясь по рынку, видно, что город не изменили под события. Праздник проходит в реальной городской среде. Старые дома, узкие улицы, фасады со следами времени соседствуют с яркими палатками и костюмами. Все это существует одновременно, органично и естественно. Исторические центры в Испании остаются жилыми. Большинство зданий здесь частная собственность, и многие переходят из поколения в поколение. Пока дом безопасен и пригоден для жизни, он сохраняется в своем естественном виде. В исторических зонах любые изменения требуют согласования и аккуратного подхода, чтобы не потерять характер города. Поэтому в Ориуэллу можно увидеть отреставрированные фасады рядом со старинными домами. Это результат истории, смены эпох и подхода к сохранению наследия. Здесь важнее сохранить структуру города, чем привести все к одному внешнему виду. Со временем часть зданий в городе обновляется, особенно если меняются владельцы. Где-то появляются новые проекты, где-то облик сохраняется десятилетиями. Благодаря этому средневековый рынок смотрится органично и правдоподобно, а не как искусственная реконструкция. Сегодня Ориуэлла – живой город с глубокой историей, памятью и традицией. Народу еще не так много, но уже достаточно плотненько на улицах средневекового города. А вот это я не знаю, что это такое. Средневековые веночки на голову, да, вероятно. Пишите под видео. Как вы думаете, что это за красота? За 10 евро. Мы идем вдоль прилавков с яркими сладостями, цукатами, финиками. Вкус, цвет и аромат буквально притягивают внимание, и хочется попробовать все сразу. По улицам бродят персонажи в костюмах, кто-то в образе медведя, кто-то с маской или рогами, как из старинных легенд города. Это традиция, которая сохраняется веками, и она оживляет улицы, добавляя ощущение праздника.
Повсюду жарят мясо, ребра, колбасы на открытом огне, дым поднимается в воздух, люди останавливаются, смотрят, фотографируют. Пустые места на прилавках быстро заполняются новыми блюдами, запахи смешиваются с ароматом специй и свежего хлеба. Направо и налево мы поворачиваем голову и видим старые дома, разрушенные фасады, узкие улочки, которые уходят вглубь города. Здесь, на этих улочках, царит совсем другая атмосфера, тихо и немного загадочно. Улочки не такие широкие и уютные, как на главной площади, но каждый дом хранит следы времени. На главной улице появляются восточные прилавки. Здесь можно попробовать чай, восточные сладости, орехи и пряности. Цветные тарелочки, ароматный чай, мед, фрукты создают ощущение восточного уголка посреди Испании. Музыканты играют на лютнях и барабанах, их музыка смешивается с криками торговцев и смехом прохожих, добавляя живую энергию празднику. Через некоторое время мы свернули в старый дворик. Он очень уютный, красивый, прямо посреди старых улиц. Такое место встречается очень неожиданно. По-моему, сейчас здесь школа, но двор сохранил свой характер. В этот момент была открыта дверь, и мы смогли спокойно зайти внутрь дворика, пройтись, посмотреть, как устроено пространство. Летом здесь, наверное, можно немного охладиться, спрятаться от жары, которая царит на улице. Двор чистый, старый, с арабскими элементами, колоннами, арками. Он создает контраст с улицами вокруг. Узкие, старые, немного мрачноватые улочки, и в этом, кажется, вся прелесть старых средневековых городов. Можно увидеть одновременно и следы средневековья, и арабское наследие, и живую современную жизнь. Смотря на этот двор, ощущаешь этот контраст. Сразу хочется исследовать город дальше, поворачивать голову направо-налево, искать детали, улочки, двери, которые скрывают свои истории. В таких местах город показывает, что здесь живут люди, работают, учатся и при этом сохраняют какие-то ощущения истории, сохраняют традиции, сохраняют элементы такой вот красоты, связанные именно с этим городом. После прогулки по средневековому рынку мы заходим в местную церковь. Здесь внимание привлекают отреставрированные колокола, которые готовят к поднятию на колокольню. Это не просто экспонаты, а часть живого процесса. Колокола снова будут звучать в этом городе. В Испании реставрация исторических объектов часто зависит от местных жителей и пожертвований. На входе можно увидеть плакаты с указанием сборов на восстановление. Это показывает, что город живет, заботится о своей истории и поддерживает наследие. Каждое обновление, каждая реставрация – это результат совместных усилий, благодаря которым старинные здания продолжают существовать и использоваться. Когда стало вечереть, улицы стали еще оживленнее, дым от жареного мяса и ребрышек смешивался с ароматом специй, запахи буквально витали в воздухе. Народу стало еще больше, люди фотографировались, пробовали еду, смеялись, и рядом шуты и музыканты развлекали всех людей. Кто-то танцевал, кто-то играл на барабанах, лютнях, а мы шли медленно, наслаждаясь атмосферой. Но надо быть очень внимательным на этих улочках, следить за своими вещами, конечно же. Улица стала почти живым организмом, и мы незаметно подошли к еще одному уголку, где старые здания, колокольни, исторические детали создавали ощущение, что время здесь течет иначе. Здесь мы смогли познакомиться с стенобитными военными оружиями, которые также отражают историю этого города. А когда мы шли дальше, мы встретили мага с магическим шаром. Они тоже шли по улице и притягивали внимание всех вокруг. В этом вся Ориуэла. Старое переплетается с новым. История соседствует с современной жизнью. А город остается живым, с атмосферой, традициями и маленькими секретами на каждом шагу.